Всем привет! Сегодня на обзоре у часового новинка от Wuben. Это модель X4. А вот так вот он дополнительно запакован. Не так давно я делал обзор на модель G5. Она мне понравилась. Довольно-таки технологическое, интересное управление. И теперь давайте перейдем к обзору более солидной новинки. Это вот такая вот модель X4. Что всегда мне нравится в Wuben, это формы. Они ни на что не похожи. По характеристикам, может быть, это не самый яркий фонарь, но благодаря интересному управлению и вот таким вот формам он просто не мог меня оставить равнодушным. Естественно, я его приобрел. Здесь 1500 максимально люмен он выдает, а вот такие вот характеристики у него. Весит он 91 грамм, светит от 1 люмена до 1500. Также есть RGB свет. Кому интересно, поставьте на паузу. А мы продолжаем распаковку. Коробочки и еще одна коробочка. Это классическая упаковка от Wuben. Вот так вот она к вам приезжает. Так, ее раскрываете. Вот такая вот толстая инструкция. Ее необходимо немножечко полистать, чтобы сразу не запутаться в управлении. Фонарь прибыл мне вот в таком вот офигительном белом цвете. Почему-то до этого я фонари покупал в основном в черном, были у меня в оранжевом, в белом это первый. И визуально он мне очень нравится. Контраст белого и черного выглядит просто замечательно. Комплект стандартный, USB-C кабель. Вот такой вот темлячок, я думаю, он нам пригодится. В принципе, на нем можно держать на руке фонарик, но я, к сожалению, им не пользовался, а пользовался только вот сейчас, когда его прикрепил и снял. И, собственно, сам фонарь. Форма, как вы видите, у него нестандартная. Мне лично такой вариант исполнения нравится, потому что кругляши и прочие мне немножко надоели, а вот это вот выглядит интересно. Он немножечко напоминает маленький G5. Напомню, вот так вот он выглядит, и можете посмотреть на моем канале обзор на него. Но это, скажем так, наключник, а это полноценный EDS фонарь. Хотя Wuben позиционирует его как ECL, Easy Carry Light. На борту присутствует управление механической режимами. И внутри мы имеем батарейку на 3400 мА. Это, наверное, максимальная батарейка на 18650. Она здесь заменяется, что делает фонарик очень-таки универсальным. И, как видите, у нас здесь аж 4 линзы. Для чего 4, узнаем немножечко позже. А пока давайте откроем и проверим, где же этот аккумулятор. Вот таким образом запакована задняя крышка, скорее всего, потому что на аккумуляторе стоит небольшая защита. Оп, открывается легко. Да, вот она, защита. Если кому интересно, то вот здесь вот заявлена реальная емкость 3350 мА. Открывается и закрывается он с приятным щелчком. Есть блокировка, при этом есть водозащита IP68, то есть можете спокойно пользоваться им во время дождя и даже ронять в воду. Я делаю небольшой перерыв на чтение инструкций и изучение функционала. Для вас пройдет пару секунд, а для меня пройдет пару дней. И, конечно же, прошло не пару дней, а много-много больше дней. Я ждал велокрепления. А вот таким образом оно выглядит. Из-за него я не смог сделать обзор, из-за него вы не смогли купить фонарь, на который я бы сделал обзор. Поэтому давайте посмотрим, стоило ли того ожидания. Без скидки оно стоит довольно-таки дорого, а по скидке оно обычно около 9-10 евро. Можете взять в принципе и китайское, но тогда вариант крепления будет усложнен. Запасные резинки. Сама платформа крепления. Давайте проверим, как она крепится. Я думаю, вот таким образом. Клац, заклацнулось. Далее мы можем вращать крепление, можем его зафиксировать. В принципе, все продумано. Сразу вообще не понял, как его крепить. Оказывается, здесь вот прикручены маленькие такие винтики, которые сразу не увидел только шайбочки и вообще не понял, как все это дело крепится. И тут Wuben меня приколол. Обычно я говорю, когда простая вещь, инструкция не нужна, а Wuben решил, что да, реально инструкция не нужна, чувак, сам разбирайся, как все это крепится, и поэтому пришлось немножко думать. Фонарь мне категорически понравился, но на Кикстартере я читал, что были такие замечания, плохо фиксируется вот этот вот переключатель. У меня вообще с этим проблем нету, щелкает хорошо, я думаю, даже слышно, как он щелкает. Плюс у многих отпадал боковой свет. У меня он отлично работает, в принципе я даже светил им какое-то время ночью, оставлял, забывал, все работает. А возможно это был пресерийный вариант и поэтому попадался брак. Вот с моим пока все отлично, пользуюсь уже месяц. Тироптика, как видите, здесь не совсем обычная. Такая же была в X2 Pro. Светодиод здесь используется W2016SG4. Если вам, конечно, это интересно, я так понимаю, все светодиоды одинаковые. Отличаются они только оптикой. Дальний свет, ближний свет и боковая засветка. На минимальном режиме мне кажется, что у них одинаковая яркость. Я думаю, на максимальном она идентичная. Для чего сделали 4 светодиода? Я думаю, в первую очередь для того, чтобы получить хороший пучок света, а во вторую, чтобы не нагружать теплообмен. 4 светодиода будут светить по 375 люмен у максималки, а это, сами понимаете, более равномерно распределить тепло по алюминиевой пластине, на которой они запаяны. Плюс производитель хотел создать качественную картину света, и у него это получилось.
Хорошо проработанная периферия и мягкое центральное пятно света дают приятную световую картинку. И боковая засветка хороша, и вдаль пробивает на 205 метров. А при определенных условиях вы также сможете увидеть, как каждый отражатель отрабатывает направление света. Что по весу и размеру, давайте проверим. Длина 96,4 мм, ширина 33 мм, толщина без клипсы 21 мм. Весит 142 грамма. А вот таким образом он выглядит, если сравнить его с классическим фонарем на 18650. Это Saphirm SC18. Кстати, почему-то я на него не сделал обзор. Исправлю эту ситуацию. Классный фонарик, дешевый, яркий. Кстати, по люминам он даже больше должен выдавать, а по факту в обзоре этого фонаря мы сравним их. И хорошо, что производитель не стал гнаться за люминами, которые все равно сбросятся через 30 секунд, через минуту, через 2 в средней настройке. Конечно, хорошо иметь 5000 люмен, но они буквально там 30 секунд светятся и сбрасываются. Здесь же он светит 1500 люмен 3 минуты, далее в половину сбрасывает яркость, светил далее он 45 минут, температура не поднималась, яркость не менялась. Мне это дело немножко надоело, и я вот максимально замерял 45 минут. Дальше, в общем, думаю, тоже просветит, пока полностью не разрядится аккумулятор. И вот как раз 750 люмен – это достаточный велосвет, что, собственно, меня и сподвигло на покупку вот такого вот велокрепления. Напомню, как светит данный фонарь ночью. Обратите внимание на ширину засветки. Неплохо, правда? По яркости фонаря. Минимально это 5 люмен. Далее мы якобы плавно переключаем, но на самом деле у нас вначале идет вот такой небольшой скачок. То есть, я думаю, с 5 где-то в 50 мы переключаемся. И далее есть несколько режимов, которые между собой переключаются плавно. И создается ощущение, что здесь много градаций. На самом деле их не так много. Листаем до 1500 и здесь останавливаемся. Назад точно так до 5. В 5 люминах он светит 285 часов. Я проверять такое, конечно же, не буду. Если он даже 250 светит, я думаю, этого вполне себе должно хватить для любых задач. А теперь немножко про переключение режимов. На мой взгляд, они хорошо фиксируются. Первый режим у нас минимальный, также этот режим зарядки. У нас получается 5 люмен света. Очень удобно, когда вы не хотите включить случайно яркий свет, включаете этот режим. Также в этом режиме идет зарядка. Сделано для того, чтобы во время зарядки вы также могли пользоваться фонарем, но при этом он не потреблял энергию. Включается, кстати, и задней клавишей. Я проверил данный фонарь. Он, к сожалению, никому ничего не отдает. Давайте попробуем подключим к нему Saphirm. Как видите, фонарь жадный, электричество назад не отдает. А вот сам довольно охотно его берет вот таким образом. Один щелчок вниз и попадаем в режим основного света. Для того, чтобы получить максимум, у нас сзади есть вот такая вот приятная гашетка. Одно нажатие, максимально 1500 люмен, двойное нажатие, стробоскоп. Стробоскоп фиксируется, а вот максимальный режим почему-то не фиксируется. За счет того, что идет довольно широкая засветка и яркое центральное пятно, немножко можно использовать в качестве самообороны, хотя, опять же, я без баллончика это все дело рекомендовать никому не могу. А вот работа задней кнопки – это отдельное ощущение, вы слышите звук. И приятное тактильное ощущение, вы нажимаете металлическую кнопку, внутри происходит такой приятный щелчок, и пользоваться этим зачастую хочется все чаще и чаще. Иногда подмывает нажать, когда гуляю с собакой. Прости, песик. И пока не забыл, несмотря на довольно необычную форму, его удобно держать в руке. Клипса упирается и никуда данный фонарик не денется. Но также удобно его держать и вот таким образом. Здесь, видите, специальный такой вырез идет, сюда можно 2-3 пальца положить и очень классно он лежит. Палец большой попадает под кнопку и снизу он тоже удобно лежит в руке. В общем, эргономику, несмотря на странную форму, здесь продумали. Немножко отвлеклись, давайте дальше перейдем, собственно, к фонарику. А фонарик что делает? Светит. Поэтому рассматриваем 2 щелчка вниз. Это боковой свет. В минимальном режиме здесь мы получаем 1 люмен, который должен светить 24 дня. И также практически плавно можем дойти до 100 люмен. И 100 люмен должно хватить на 8 часов. Световая температура здесь около 4000 кельвинов. Довольно приятный свет, засветка более 180 градусов в определенных ситуациях. Вот, например, вот так вот получается более 180 градусов. Ну ладно, может и 180. Вот таким образом он светит в подъезде. А вот таким образом он светит на улице, хотя зачем светить им на улице, честно говоря, не знаю. Далее зажимаем клавишу и переходим в 10 люмен и 6 разных цветов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И из них, я думаю, нужен это красный. Для того, чтобы в темноте можно было светить, комаров не привлекать. А возможно, нужен также зеленый. Вот так прикольно светит, тоже в темноте интересные получаются эффекты. Остальные в основном для прикола. Хотя, возможно, это полезная штука. Например, если вам нужно что-то подсветить. Ну, например, при съемках. Уменьшаем свет.
Получается вот такая приятная фоновая засветка. Я думаю, собственно, для этого он и сделан. Два нажатия, любой свет мы можем заставить мигать. При этом его переключить нельзя. Нужно опять вернуться в изначальный режим, выбрать свет и два раза нажать. Зачем это нужно? Ну, например, можно повесить красный свет, мигать на велосипед. Хотя, если честно, лучше его использовать как передний свет. Он для этого более подходит. Два нажатия из выключенного положения. Мы переходим в режим мигалки. Три разных вида мигалки. А вот такой вот красно-желто-зеленый, красно-синий и красно-зеленый. Вы скажете, не хватает ультрафиолета, а я вам скажу, при такой мощности нафиг он тут нужен. Последний режим, режим блокировки, ничего не работает. Это если вы перевозите его вниз, клацнули, все, ничего не работает, случайно вы его не включите, потому что если вы будете, например, в таком режиме перевозить, я это уже проверил, положил в рюкзак, и он у меня там так хорошо светанул, а светит он и при этом еще очень неплохо припекает и может что-нибудь оплавиться. Как показывал в начале видео, вот таким образом снимаем сначала с блокировки, потом нажимаем на клавишу и у нас вылетает вот такая вот батарея. Я проверил ее реальную емкость. Аккумулятор Wubin 18650 на 3400. Заряжал током 700 мА, влезло 3298. Да-да-да, тут еще есть магнит. Свой вес он держит, но без фанатизма. А вот таким макаром он уже, к сожалению, себя плохо держит, разве что на толстых стальных листах. Все почему? Потому что магнит находится здесь, здесь кнопка, и не получилось разместить большой магнит. Я фонарик сильно не берег, и смотрите, вообще я не вижу никаких сколов, царапин. Ну, микроцарапины, возможно, какие-то есть, но каких-либо сколов я, честно говоря, не вижу. Берем фонарики Wubin в белом цвете. Мне кажется, он крепче черного. Возможно, мне так кажется. Напишите в комментариях, у кого белый царапается сильнее черного. Кстати, клипса неплохо садится даже на кепку. И вот таким образом можете использовать его как налобный фонарик, но учтите, что он не очень легкий, но при этом крепление надежное. Также клипса приятно садится на карман и на велосумку, либо же просто в рюкзак. Будет ли данный фонарик хорошим велосипедом? Да, будет. Вот таким образом он крепится на велосипед. Сначала ставим крепление, потом откручиваем клипсу, прикручиваем к ней крепление. На мой взгляд, оптимально размещать вот эти винты по центру вот этих винтов. Это будет максимально взвешенное крепление и, мне кажется, будет так максимально надежно. И ставим обратно. Я не поленился и написал Wubin о том, что нужно доработать это крепление, потому что это кринж. То есть крепление, в общем-то, неплохое, но крепление, как бы это смешно не звучало, это просто... Да, если пользоваться как велосипедом, то каждый раз откручивать будет то еще приключение. И, естественно, я откручивать не буду. А вот таким образом он светит на велосипеде ночью. На мой взгляд, его более чем достаточно для обычных поездок. Выдержит ли крепление фрирайд, тут не уверен. Но возможность взять и вот так просто закрепить свой фонарик на велосипед, на мой взгляд, плюс в копилку X4. Фонарик получился тактильно приятный, визуально тоже. Водозащита IP68 у него есть. Ронять его можно, хотя после этого он, конечно, будет не так приятно выглядеть и не так приятно ощущаться тактильно. Если не ронять в песок, я думаю, все вот эти вот механизмы прослужат здесь довольно-таки долго. Все элементы продаются отдельно, я видел, продается отдельно задняя крышка, задняя кнопка, а вот эта вот кнопка заменяется, то есть фонарик весь на торксах, и при желании вы всегда его можете разобрать. Если вариант проверить емкость аккумулятора, да, есть, зажимаете клавишу, синее свечение, это более 30%, меньше красное, когда мигает, сами знаете, нужно бежать и заряжать. Вывод. Фонарик получился удачный и сможет закрыть все функции EDS фонаря, кроме разве что налобника. Но также можно в крайнем случае поставить его на кепку и использовать в виде налобника. Если вам зашла форма данного фонаря, смело могу рекомендовать. У меня он так хорошо лег в руку, что никак не хотел идти на обзор. И с ним я проходил около месяца. Однозначно рекомендую.